Всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Андрей. Мы продолжаем смотреть Half-Life 2 Epizode 2. Мы остановились на том моменте, что вот... Датчик включится, если в тоннеле появится лев. Чем больше сигналов, тем больше львов. Если тоннель светится как новогодняя елка, мы просто и понятно, а, док? Эй, док, ты ведь не привел за собой хвост, да? Не слушай его, док. Мы на взводе из-за муравьиных львов. Ворд сказал, мы достаточно далеко от гнезда, чтобы они нас не услышали. Главное не причинять вреда их личинкам. Но мне что-то не хочется проверять эту теорию. У нас остались всего 2 пулемета, и те держатся на клейкой ленте и честном слове. С ними, конечно, чувствуешь себя, но расслабляться не стоит. Эй, Грикс, покажи доктору Фримену, где мы держим медикаменты. А, да, вот там, где сейчас Ворд. Бинты, аптечки и все такое. Начинается. Один сигнал. Идем, надо защитить Ворда. Вот, короче, такие дела. На самом деле, все здесь просто, но, как говорится, я уже 150 раз говорил, что я не за прохождение Half-Life 2, а из-за комментариев. Поэтому я сижу на легком, чтобы не утруждать себя в прохождении. Ну и даже на легком и бывает умирает. Док, ты когда-нибудь раньше видел муравьиных львов? Да, видел. Им 50-летие, шахты победы. Классно сделано. Классно. Так, где? Сюда, Шерри! Мы на провале. Все ничего, пока не лезут из одного тоннеля. Доктор Фримен, на тебя пулеметы. Ну где они? Еще один! Видели, как я его? Видели? Подписайся, Фримен. Но без тебя здесь было гораздо спокойнее. Вы в Шутник. 24-м? Скорее, скорее, сюда! Да тут я, тут! Вон ящики подсосать. О! Чуваку прилетело. Сюда иди. Пулемет хорошо справляется вообще. Но это пока. Чё вы пулеметом бьете-то? Вы чё? Совсем что ли? Давай, не отставай! Может, тут останемся? Ну я за. Мы на 36-м? Да, займись 12. Давай в следующий раз, когда на меня нападет лев, ты поможешь отбиться. Да, конечно, не заметить полутораметрового жука. Конечно. Если доиграю, пока... О, да. Не успел. Готово. Ну, наконец-то я думал, где дофига тут. Так много. Где? Эй, док, бери 24-й! А! Ну, они справятся, думаю, я тоже.
Ой, это случайно. Они, по-моему, бессмертные тоже. Но я в счету не меньше десятка. Да мы каждый сняли по десятку, а их там сотни. Но провал на тебе. 12-й! Мы на 24-м. Ну, по стандартной. Что было не так с этой дорогой? Ну, ё-моё. Так, повоюем немножечко. До свидания. Один только? С чего ты так решил? Мы на 12-м. Вот ты серьезно, я на 2 вайна не возьму. Надо поистраить пушку и... Вот так. Ух ты. Дабл просто. Дабл. О, крутое место, я не знал. Ничего себе гнездо! Да. Два Так ты. сигнала. Долго не продержаться! Берем на себя 36-й. Мы справимся, парни, верно? Да, конечно. Мы справимся. Мы справимся. Только на контроле все говорят, мы справимся. Справимся. Настроение попроще будет. Ой! А чего он тоже не контролит? Последний пулемет заклинило. ГГ. Три сигнала. Три сигнала. Ты столько! Мы недооценили опасность! Не сдаваться. Мне кажется, вот эта вот штука ничего не может О, контролировать. Господи! 3 сигнала! Это кошмар какой-то! Весело. Пацаны. Эй, смотри, вроде гонка подоспели. Нам жаль, что мы пришли так поздно. Многие вы убиты. Но многие остались. Надо помочь, Алекс Венс. Не сейчас. Приближаются львы. Мы их усмирим. Да ладно. Харизматичные, конечно, ребята. Ничего не скажешь. А ну, давайте вот это. Огни повсюду! Бери любой туннель! Я здесь застрял.
Что, будем танцевать? Будь бдителен, Фримен. Истребили эту популяцию. Идем к следующему по важности делу. Алекс Вэнс. Ее раны тяжелы. Необходимо глубокое погружение в вор. Разумеется, нам требуется личиночный экстракт. Да. Экстракт. Экстракт. Вот именно. Я отправлюсь в глубины гнезда, в священный нектарий. Но мне не проделать этот путь в одиночку. Мы должны быть здесь, чтобы поддерживать жизнь в Алекс Вэнс. Фримен, прошу, отправляйся со мной. Возьми Фримена. Лучшего спутника не придумать. Отлично сказано. Да, вперед. Вперед! In the prototype for this level, the Vortigaunt cleared the way by blasting apart a rock pile. After a new model was created for the generator, we decided to exploit the Vortigaunt's natural relationship with electricity by having him charge the generator much the way he charges Gordon's suit. We were then able to use generators as Vortig gates throughout the level to indicate areas the player could One of the three main themes for Antline areas, the mines were a plausible setting for light sources, mechanical obstacles, and resupply. Visually, the mines offer good contrast to the natural cave areas and the more organic spaces the worker antlines have carved out with acid secretions. Здесь веселые ребята будут. Как сказал, версия Half-Life, которая лагает, то есть здесь, которые пуляются, они не пуляются почему-то. То есть эти муравьиные львы, которые дальние, которые рабочие, здесь называют рабочими, вот, они здесь лагают. Поэтому один из минусик этой игры. Здесь я обычно беру ее вот так. The inline web stacks, grubs, and workers show off a new illumination shader we developed especially for this level. We began with concept art for the web stacks, modeled those, then added the material parameter that allows the model's self-illumination to be modified based on the angle at which the player views them. The end result is an object that looks lit from within by a weird volumetric light. Кому они там бьют, интересно? Прикончи их, Фримен. Обездвижены. Теперь вперед. We wanted players to work cooperatively with the Vortigaunt just like they did with Alex in Episode 1. We didn't want to make the Vortigaunt too powerful, or he might take away from the player's fun, but we also wanted him to be a good ally to have around. One solution...
The antline experience in Half-Life 2 was characterized by a mindless, constant onslaught of bugs rushing your way. We devised the antline worker for Episode 2 as a way to add depth and variety to the underground sequences by leveraging new types of gameplay. Unlike normal antlines, the worker chooses to avoid direct confrontation, skulking in the background and lobbing acidic globs from a distance. This extends the amount of time players spend with each creature. By contrast, an encounter with an ordinary antline is over in seconds. The spitting behavior was derived from the bull squid of Half-Life 1, but was updated to fit the more physical world of Half-Life 2. To that end, the spit globs are not merely sprites, but physically simulated objects, flying through the air along realistic trajectories. Да, не думаю, что надо идти. Вот. Да, интересно все это сделано. Красиво. Разнообразно. О, сколько комментов. This cave was originally designed with a pit in the middle, so the player could punt antlines into it with a gravity gun. In playtest sessions, however, very few of our playtesters actually used it in this way. The pit stayed in the room, but we changed the path to allow the player to descend into it and come back out. Извиняюсь, ты пропустил речь Вартигона, но как-то не успеваешь, непонятно, когда он говорит, когда он не говорит. Правильно, лети отсюда. Можно вот так. Вот и все. Texturing of these caves provided a couple of significant challenges. We had never made such a large-scale area completely out of displacements before. The convoluted topology of the surfaces made them especially hard to UV map without unpleasant-looking seams and texture warping. After some early attempts, we decided that we were not going to be able to map this area using conventional UV mapping, so we decided to write custom shaders especially for the caves. Our custom shader combines multiple axis-aligned projections based upon the surface normal. This largely fixed our problems with stretching and seams. Since we wanted to provide dramatic lighting in these areas, particularly when lit by the flashlight, we augmented the source engine's radiosity bump mapping with a new piece of technology. This allowed us to create a form of bump maps in which the bump map surface details actually cast soft shadows across the surface. This emphasizes the surface bumpiness, especially when the light is at grazing angles. Да, они очень переработали, заметно по сравнению с первым эпизодом и оригинальным. Очень заметные изменения, они очень много поработали, и они любят очень в этих комментариях говорить, а что мы сделали, что мы переработали, как мы переработали, и все это вот шоу-порно. Полетел отсюда. Перетвалился. Ученики собираем всякие. Лети отсюда. Так, ну куда я уже запутался? Будет куча туннелей, где очень легко можно запутаться. Львы чувствуют наше присутствие. Конечно, они чувствуют. Что продвинется, тем сильнее они будут сопротивляться. Вот с пистолета его не убьешь. Он ты его убьешь. Сдохни ты уже. Противоядие. Можно игрушки, кстати, убивать. Но уже нельзя. Вот сейчас будет веселый эпизод. Печально смотреть на эти остатки творений рук человеческих. Я думаю, на этом моменте, веселом эпизоде, и стоит закончить и ожидать следующую серию на следующей неделе. Все как обычно, майнкрафт, Half-Life, все здорово, все замечательно, увидимся на следующей неделе. Ну все, с вами был Андрей, спасибо, что смотрели, продолжаем играть. Все, всем удачи, до новых встреч.